Сегодня в ролике мы познакомимся с очками Ray-Ban Meta, детально протестируем все функции и отправимся в парк аттракционов для самых сочных кадров. Приступим к распаковке. Итак, что же по комплектации? Нас встречает футляр, он же зарядка, фирменная тряпочка, и на этом все. По скудности они обошли даже Apple. Короче, за комплектацию дизлайк. А вот и сами очки. Они, кстати, бывают в двух формах: Wayfarer и Headliner. Конкретно у меня, наверное, самая желанная модель с матовой оправой и фотохромными линзами. Они темнеют на солнце и становятся прозрачными в помещении. Но также бывают модели с прозрачными и классическими темными линзами. Когда я увидел их вживую, меня поразило, что они практически никак не отличаются от обычных очков. Так что же в них такого необычного, что я решил посвятить им полноценный обзор? Это фирменные очки от известного бренда, в которых есть камера, динамики и голосовой ассистент. Подключаются очки через фирменное приложение. Скачать вы его сможете только с зарубежного Apple ID. Ну, либо просто накатывайте APK-файл, если у вас Android. Буквально пару минут, и я подключил очки к телефону. Главное, не забудьте включить VPN. Он понадобится только для первичной настройки. Дальше в целом можете его не включать. Пожалуй, самая главная фишка этих очков, по крайней мере для меня, это наушники. И да, не камера, хотя к ней мы с вами еще вернемся. Динамики находятся в душках, и первый раз, когда я запустил музыку на них, я ощутил какую-то магию. Нет, ну правда, прям Тони Старком себя ощущает. Если чуть углубиться, то звук хороший, не тихий, да, не такой объемный. Но чего вы хотели от очков? При громкости чуть ниже средней можете слушать музыку, а кругом ее никто и не услышит. Вот это кайф. По ощущениям, когда ты слушаешь музыку на них, ты как будто слушаешь ее через колонку, только кругом ты никому не мешаешь. Глянцевая модель, невероятно стильная, это прям классика. Но они царапаются буквально о воздух, особенно вот в этих местах. Имейте это в виду, когда будете покупать себе очки. Очки автоматически подключаются к телефону. Снимаешь? Музыка ставится на паузу. Надеваешь? Заново играет. Ничего вам это не напоминает? Коль мы затронули AirPods, мне никогда не нравилось качество их микрофонов. Ну, как говорится, кто знает, тот в курсе. И что самое удивительное, в очках микрофоны раз в 10 лучше по качеству. Сейчас вы слышите звук с AirPods Pro 2. А теперь с Meta Ray-Ban. Ну, мне кажется, их можно использовать вместо петлички. Управление очками происходит через сенсорную зону на правой части. Я свайпаю вперед, и громкость увеличивается. Свайпаю назад, и громкость уменьшается. Плей, пауза или ответ на звонок — одинарное нажатие. Двойное нажатие или тройное нажатие по классике переключает треки. А одинарное зажатие вызывает голосового помощника. Но об этом чуть позже. Надевай очки. И смотри, теперь можно докоснуться до правой дужки пальцем. Угу. Что-то щелкнуло. Началась музыка? Да. Так, это максимум. Откуда звук идет? А вот. И звук, кстати, неплохой. Я их зачастую использую просто как наушники. Сейчас я вам включу какую-нибудь музычку. Что-то идет? Идет, хорошо идет, комфортный звук. А вы слышите что-то? Нет. Ну, по кайфу. Ну, причем, знаете, музыка не мешает, и я вас слышу, и комфорт. Вот, уши остаются открытыми. В общем и целом, говорить в них сплошной кайф. Музыку слушать очень удобно. Вы не изолируете себя от окружающих. Ваши уши всегда открыты. Мой вердикт: Я железный человек. у меня классический размер оправы. И с этим я прогадал. Очки банально оказались мне маловаты. Поэтому я настоятельно посоветую вам перед покупкой примерить. Главная функция, по мнению производителей, это, конечно же, камера. В этом поколении ее сильно прокачали. И она теперь делает запись фото и видео в формате Full HD. Но имеет очень странное соотношение сторон 3:4. Это и непривычный нам вертикальный формат, и непривычный нам горизонтальный формат. Мы решили сделать максимально объективный тест камеры. Для начала сделали кадры в условиях низкой освещенности. И здесь, естественно, полезли шумы. Вот для сравнения кадры с iPhone 15 Pro. Ну, здесь как будто бы никто не сомневался. Но давайте сделаем тест в условиях хорошего света. И здесь ситуация кардинально меняется. Для сравнения кадры с iPhone. Да, конечно, разница есть. Но разве она такая существенная? Эта камера у вас в очках. Вы можете сделать кадр в моменте. В очках 32 гига памяти. Этого хватит примерно на 60 видосов по 1 минуте. Дольше минуты они не пишут, что, естественно, минус. Сейчас мы находимся в парке аттракционов. И где, как не здесь, я должен получить лучшие кадры для своих соцсетей. Поэтому мы с вами идем на самые страшные аттракционы, делаем видео и выходим в прямой эфир. Да не, нормально. Давайте сравним кадры с айфона и очков. Сразу могу сказать, что по цветопередаче у меня нет абсолютно никаких вопросов. Но вглядываясь в кадр, видно, что не хватает детализации. А особенно в темное время суток. Но будем честны, эти очки — это больше про лайф, мимолетные моменты, что ли. И я вообще считаю, что некорректно сравнивать их с камерой топового флагмана. Выходил в прямой эфир. Аттракционы я не люблю. Мне очень страшно, ребят. Ох, вот это кадры!
А вот это, кстати, прикольно. А как часто вы запускаете прямой эфир с хорошим VPN? В общем, я думаю, вы меня поняли. Функция не особо-то и полезная. Вы наверняка заметили этот мигающий фонарик в углу. И именно этот фонарик, возможно, убьет у вас всякое желание покупать эти очки. Дело в том, что он всегда включается, когда вы осуществляете съемку. И если вам так же, как и мне, придет гениальная идея налепить сюда стикер, то спешу вас расстроить. Ничего не выйдет. Очки сдадут вот такой звуковой сигнал и попросят снять стикер. Здесь есть датчик света. Но есть и обратная сторона медали. С точки зрения закона, эти очки полностью легальны. Так, что еще они умеют? Слушай, они умеют фоткать. Вот здесь вот нажимаешь кнопочку, увидишь. Вот сейчас ты меня сфоткал. Зажмешь? Попробуй зажми. Видео. Все, идет видео. Я бы взял. То есть прикольно, да? Прикинь, гонять на них, в них по трассе, слушать музыку, делать фотки. Вот, кстати, мне кажется, реально вот на борде, да, прикольные кадры могут получиться. Автономность. Наверное, главная претензия к этим очкам со стороны — это то, как они держат заряд в течение дня. И, конечно, если с раннего утра включать музыку, выходить в прямые эфиры, делать видео, то они не доживут и до обеда. Но если пользоваться ими в нормальном классическом режиме, когда мы время от времени включаем музыку, пару раз там делаем фотографии, я по телефону часто через них говорю, то по моему опыту они доживают до конца дня. Hey Meta, play music. Как вы уже поняли, это был голосовой ассистент. Но если вы думаете, что он способен решать только такие примитивные функции, то тут вы сильно ошибаетесь. Это полноценный искусственный интеллект, способный решать сложные задачи. Например, Hey Meta, write short poem about little beaver. Busy beaver, building strong, dam and lodge. И даже мой английский он понимает прекрасно. К сожалению, он поддерживает только 3 языка. Английский, французский и итальянский. И это делает его бесполезным для 80% людей в России. Но кто знает, возможно, с каким-то обновлением они и добавят поддержку других языков. Но я, честно говоря, в это не верю. Тем не менее, перспектива у данной задумки очень большая. Мало того, что ассистент умнее той же самой Siri, ну, что, честно говоря, вообще не удивительно. Так еще недавно Цукерберг анонсировал функцию анализа изображения. Так, например, вы можете сфотографировать свой гардероб, и нейросеть сопоставит одежду и составит вам образ. Но мне кажется, вот за таким и стоит будущее. Самое забавное, что буквально пару дней назад на очки прилетело обновление. И теперь искусственный интеллект работает только на VPN. Во. Именно это почти полностью убивает полезность этой функции за пределами США. Но тут остается лишь надеяться на то, что ситуация поменяется с новыми обновлениями. Вот был бы здесь русский язык, работа без VPN, поддержка Яндекса Алисы, и это просто был бы отвал всего, я вам гарантирую. Ну а так, все это, конечно, очень интересно, но, наверное, не для нас. Либо это лишний повод подтянуть английский язык. Мой вердикт: сомнительно, ну, окей. что по стоимости? Самая простая модель без поляризации 300 баксов. Модель с поляризацией 330 баксов. И фотохромная модель 380 баксов. Но это жир. Я считаю, что хотя бы раз в жизни можно позволить себе хорошие брендовые очки. Не будете пользоваться их функционалом, да и ничего страшного. У них все так же качественные линзы и культовая оправа. Но зато каждый раз, когда вы воспользуетесь их функционалом или захотите удивить своих друзей, вы кайфанете на все 100%. И возвращаясь к главному вопросу, нужны ли вам эти очки, решайте сами.